Привет, дорогие друзья! Вот, какая у меня сегодня необычная локация. Мы сейчас находимся на Тайване, на горе Хэхуаншань, которую я вам многократно показывал в более приглядную погоду, чем сейчас. Сейчас безумнейший ветер и ливень, и мы сейчас сюда приехали и, в общем-то, решили подождать. Вдруг, может быть, хотя бы дождь закончится на какое-то время, и мы сможем выйти и посмотреть на самую высокую точку Тайваня, на которой можно добраться на машине. Здесь высота 3000, по-моему, 300 или 400 метров, сейчас не помню, вот там вот табличка есть. Место очень красивое, но сейчас на улице абсолютно ужаснейшая погода, поэтому нам придется посидеть в машине какое-то время. И решили использовать время с пользой. Сегодня я с вами поговорю, расскажу вам о ферментации чая, о классификации сортов чая. Потому что я снимал, в принципе, старое видео тоже по классификацию, но многие, когда оперируют, скажем так, понятием классификация, либо разделяют сорта чая там, по каким-либо параметрам, чаще всего используют параметр как ферментация. То есть чай по ферментации, там, значит, такой-то, там, значит, соответственно, поэтому если он ферментирован там меньше, значит, он в самом начале списка, если больше, то в конце и так далее. Самый распространенный список, наверное, будет выглядеть так. Сначала, значит, идут у нас зеленые, потом, значит, идут желтые, потом идут белые чаи, потом идут улуны светлые, потом идут улуны темные, потом красный чай и потом уже всякие разные пуэры, хайча, любао и прочие чаи такие, скажем, постферментированные. Я тоже об этом уже рассказывал, но хочу сказать то, что есть нюансы, они достаточно интересные в том плане, что сейчас, во-первых, очень много сортов экспериментальных, когда делается технология какой-нибудь полуферментации для какого-нибудь там, например, шен-пуэра, который, в принципе, ну, раньше таким не был, да, делаются разные виды там, желтого чая, там раньше тоже не обрабатывались таким образом, делаются разные луны купажированные, там, то есть делается хайча из белого чая, там, и так далее, то есть что только сейчас не производят, и поэтому, по сути, вот эти вот рамки классификации, то есть как бы любое каталогизирование информации, оно уже очень сильно страдает, так же, как, в общем-то, страдает, может быть, отчасти география того же чая. То есть, когда я написал книгу про географию чая, получается, мы там имеем описание традиционных регионов, которые все знают, которые известны исторически, где как бы известные места с известным чаем и так далее. Но сейчас все больше и больше чая самого разного выращивается в регионах не самых известных, и появляется куча новых каких-то, скажем, локальных чаев. То же самое, в общем-то, можно сказать и по классификацию. Самое частое расхождение, как раз задали вопрос на ютубе, белый чай, да, то есть его часто ставят, бывает чуть ли не в начало, потому что у него там от 5 до 15% ферментация. То же самое бывает, что желтый чай ставят, например, перед белым или там после белого. То есть там я даже встречал классификацию, когда белый в самом начале, потом, значит, зеленый, потом желтый. Или наоборот белый, потом желтый, потом зеленый. Или зеленый, потом белый, потом желтый. Вот этих вот трех сортах очень часто теряются желающие сделать, скажем так, классификацию или некую каталогизацию чая. И получается так, что люди думают, что кто-то, значит, ничего не понимает или кто-то там ошибку какую-то допустил. Бывает, что да, ну, скорее, можно так сказать, что наиболее классическим образом выглядит классификация, когда вначале идет зеленый, а потом белый, потом желтый. Либо потом желтый, потом белый. Потому что белый и желтый очень разные бывают. То есть, например, белый чай Шоу Мэй, полежавший там 5 лет, он ферментирован гораздо, во много раз больше, чем какой-нибудь Байхай Лунжэнь, самый нежный, собранный, весенний. И то белый чай, технически, да. Еще есть такой подвид, как лаоча, то есть выдержанный чай. Получается, лаоча мы можем отнести одновременно и к красным тем же, да, ферментированным, и постферментированным чаям. И если это говорить о хайча, отчасти это может быть и белый чай, если, например, это белый лаоча, да. То есть тут белый лаоча, лаобайча, он может отнести сразу к 3 категориям. И таких примеров можно провести достаточно много. Поэтому, по сути, если говорить о классификации чая по категориям, наверное, более правильно делать такую полноценную классификацию, где мы отталкиваемся не столько от категорий, сколько от уже сортов. Подобные тоже я видел в Китае классификации по ферментации, там упоминалось около 150, наверное, сортов разных. Зеленый, там, значит, Айпинхоку, Люаньгуапянь, значит, Хуаншань Маофэн, значит, там еще там Маофэны южные, там потом, значит, Лунзин, естественно, и многие другие, там, значит, белые, это Байхай Лунжэнь, Шоу Мэй, Баймудань,
и так далее. То есть и на каждый сорт указывается примерная там степень ферментации, да, то есть там, который тоже, кстати, может сильно очень плавать. Можно такой провести, как чай Байхао Инжэнь, белый почный чай, это считается по праву лучший белый чай. И Байхао Инжэнь может сделать тремя способами примерно. То есть самый такой классический Тиньсянь Байхао Инжэнь, он никакой термической обработки не производится, собираются свежие почки, они томятся в тени, по сути, происходит в идеале в течение 3 дней на подносе, и, в общем-то, все. Некоторые виды Байхао Инжэня технолог иногда делает легкий такой танбэй, то есть подпекание. Это подпекание, оно происходит в таких корзинах, так же, как и у шаньские, например, у Луны. Получается, что чай уже ферментирован. И, может быть, не очень сильно, но там ферментация может 5-10% достигать, иногда даже больше. Почему часто вот происходят какие-то такие споры на тему, что вот там тот мастер или тот знаток чая, он говорит что-то там неправильное там, или еще что-то. Вы знаете, очень сложно сказать что-то неправильное в случае описания чая. Потому что, во-первых, есть вещи исключительно индивидуальные. Это вкус, аромат, какое-то там воздействие. То, что вы не можете сказать, что вот там человек неправильно почувствовал, то он так почувствовал. То, что вы почувствовали, это ваша проблема. То же самое и приготовление чая. То есть технолог, он выбирает технологию, он придумывает, даже может придумать вообще новый способ обработки чайного листа. От этого чай не становится неправильным, он просто становится другим, как говорится, там синпинджу, новый сорт чая. Поэтому то же самое с ферментацией. То есть если классифицировать именно ферментацию чая, пытаться объединить каждый сорт в некую категорию, то это, я не могу сказать в корне неправильно, но я могу сказать, что это не очень корректно в целом. Потому что группа у Луны – это сотни сортов, которые могут ферментация там быть настолько там от 20% там, до 60% или даже выше, если это выдержанные у Луны, там, да, то есть она может быть выше, чем у красного чая, потому что красный чай тоже будет очень по-разному ферментирован. Когда говорят, что красный чай ферментирован на 100% весь, да, например, это тоже в корне неверная информация, потому что бывают тонкие дюймы весенние, да, которые, там в них даже зелененькие немножко попадаются почки, он чуть-чуть ферментирован, очень нежный, почему даже некоторые любители заваривать чай там под остывшей водой, иногда вот такой чай тоже относят к зеленым в плане заваривания подхода к воде. Понятно, что он не зеленый, он красный, но он такой как бы полукрасный, полузеленый. То же самое вот есть экспериментальный чай, например, наш Тиньвэй Шэньчжао у нас был такой, и будет в этом году тоже. Сделан из сырья, из которого обычно делается юннаньская маоча, юннаньский шэньпуэр. И, кстати, я сейчас тоже пью юннаньский шэньпуэр 80-х годов, выдержанный Лао. Уж извините за мою любовь к лао-чаю, я о ней очень много говорю всегда, даже в тех видео, где не положено это говорить. Потому что по праву лао-чай можно назвать венцом творения китайской чайной культуры, скажем так. Вот это вот самый Тиньвэй Шэн, да, вот, то есть он делается сырья шэньпуэр, но при этом этот шэньпуэр на финальной стадии, после того, как происходит сминание, технолог, он не начинает выкладывать этот чайный лист на специальные настилы для того, чтобы произошло эта сушка на солнце, финальная стадия, да, шэн маочи, а на очень недолгий промежуток времени, буквально, может быть, там, по-разному, там, вот от там 40 минут до 3 часов, тоже смотря какое сырье, закладывают на ферментацию в корзину, то есть такой, как будто бы он хочет сделать красный чай, но не дает этой стадии завершиться. И тут у него есть такой ноу-хау, секрет, как сделать так, чтобы чай не был там слишком кислым, или чтобы он не испортился и не стал слишком красным, то есть это нужно подловить, по сути, этот момент. Вот, то есть он, когда закладывает в корзину, он постоянно, чуть ли не каждые там полчаса подходит и смотрит, что там из этого получилось. То есть там бывает, что да, вообще совсем непродолжительное время, если очень жарко, он говорит, что чуть ли не меньше часа хватает, что для меня тоже очень удивительно. Вот, я лично этого не видел. Мне кажется, все-таки, наверное, это там 3-4 часа. Это про такой, знаете, частный пример. Я могу очень-очень много таких нюансов привести, потому что постоянно находясь на чайных фабриках, на огромном количестве чайных фабрик, ты как бы, видишь постоянно какой-то такой эксперимент тех или иных технологов, которые, значит, придумывают что-то на ходу. И эти чаи, их часто нельзя отнести никакой категории в принципе вообще. То есть это как бы они сразу попадают в несколько категорий, как сейчас привел пример с выдержанным белым чаем. Вот еще один пример. Хэйча, то есть темный чай, это по сути очень такая большая категория, которая бывает тоже очень разной, и которая в России, например, сейчас по-прежнему этот чай еще не настолько популярен, чтобы быть известным всем, кроме, наверное, только разве что все-таки ценителям китайского чая он известен. Рядовому потребителю, если там пуэр уже известен, то хэйча, я думаю, еще известен очень мало.
Мы как раз тоже в этом году выпустили первую такую партию нашего фирменную линейку хэйча, чай в кирпичах. И хэйча бывает тоже очень разный. Во-первых, можно использовать разное сырье для прессовки кирпичей и поселения золотой плесени. А во-вторых, можно использовать также и разные способы обработки, ферментации. То есть бывает хэйча, который очень близок к белому чаю. Не потому, что там взято сырье для белого чая, хотя такое тоже бывает, когда из белого чая вообще делают хэйча. Может сделать хэйча очень похожий на шу, потому что он действительно близок, получается, просто дольше ферментирует, делает такой некий вид постферментации, да, и получается похож на шу. Может делать хэйча очень похожий на шенпуэр. Может делать хэйча еще какие-то промежуточные стадии ближе к красному чаю. То есть тут, реально это такой вот эксперимент, и тогда, получается, можно взять эту группу чая и тоже его распределить на 5, 6, 7 категорий. Вот такой вот рассказ, конечно, я могу очень долго тоже проводить примеры, но я бы так сказал, в желании каталогизировать и упорядочить эту информацию и слишком сильно ее упростить, часто люди приходят к некорректности, к неправильности и неполноценности изображения, которое формирует вот это вот, знаете, такой, если очень грубо привести пример, когда люди говорят, а какой вы чай любите, черный или зеленый? Да какой же, извините, черный и зеленый? Есть лунный, желтый, значит, белый, красный, да, пуэры, хэйча, разные виды экспериментального чая, красный из лунов, все что угодно. И это только поверхность, да, а люди, многие до сих пор думают, что есть только черный и зеленый чай, и все. То же самое происходит с людьми, которые немножко погружаются в чайную культуру и думают, ладно, так, окей, хорошо, чая не 2, видов чая 7. И когда кто-то начинает говорить что-то обратное или про какие-то другие разные сорта, да не, вы что, 7 же написано в какой-то великой книге или на каком-то великом сайте, или какой-то китайский мастер сказал. Чай – живой продукт. Он постоянно меняется, он постоянно удивляет, постоянно находятся новые вещи, которые ты сам у себя вроде как-то информацию упорядочил, и мало того, что ты узнаешь новые сорта, мало того, что ты узнаешь какие-то новые вкусы постоянно. Это всегда, даже в эту поездку, мы сейчас новый красный чай нашли, новый вид улуна пропечения попался, интересный очень лао-чао, с таким вкусом я реально не пробовал и так далее. То же самое происходит и на более глобальных таких уровнях, то есть когда в твое фундаментальное представление о чайном листе и о том, что с ним вообще можно сделать, у тебя постоянно дополняется и постоянно даже, может быть, меняется. И это абсолютно нормально. Поэтому, дорогие друзья, меньше догм, больше практики, больше изучайте, больше читайте, смотрите новые сорта, пробуйте разные сорта. Именно для этого мы тоже держим такой огромный ассортимент и будем его бесконечно расширять. Не думайте, что это много. Мир чая непостижим, его можно изучать всю жизнь, и, по-моему, это просто замечательно. На этом я вам пожелаю приятных чаепитий и до новых встреч. Пока.